Если бы я не мог пользоваться двумя смартфонами одновременно, то выбор однозначно бы пал на Android. Лайк и подписка, сейчас все расскажу. Нет по-настоящему быстрой и обратной беспроводной зарядки. В одних технологиях Apple впереди планеты всей, и никто не может ее догнать. Например, Face ID. В других отстает от конкурентов на годы. Одна из таких вещей – быстрая зарядка. Пока одни смартфоны получают возможность зарядки на мощности 60, 80, 100 и 120 Вт, Apple с 2017 года, 7 лет, глобально не повышает ни мощность 20-27 Вт, ни скорость зарядки своих смартфонов. Все те же плюс-минус 30 минут до 50% и около полутора часа до 100%. В то же время даже бюджетные аппараты на Android за 20-30 тысяч рублей могут полностью заряжать за 40 минут, а некоторые флагманы и вовсе делают это за 20 минут. С такими устройствами в принципе забываешь про кейс, поставить смартфон на ночь на зарядку, воткнуть его когда угодно, хоть за завтраком, хоть в обед, и спустя минимальное количество времени аппарат заряжен. Никак не появится и обратная беспроводная зарядка, хотя такая функция заложена на железном уровне уже давно, ведь MagSafe Battery Pack при определенных условиях все же заряжается от iPhone. Время от времени такой возможности мне очень не хватает для подзарядки беспроводных наушников, разрядившихся в самый неподходящий момент. Нет Full Wi-Fi. Звонки по Wi-Fi в актуальных iPhone. Линейка iPhone 13 стала последней, в которой у пользователей стран СНГ работает Full Wi-Fi. Линейки iPhone 14 и iPhone 15 соответствующие операторские профили не получили, так как Apple больше не взаимодействует с нашими операторами по таким вопросам. Хорошо, хоть с Fold разобрались без участия Apple. Отсутствие Full Wi-Fi имеет два больших минуса. Во-первых, нельзя звонить из международного роуминга по домашним тарифам при наличии активного Wi-Fi подключения. Во-вторых, не получится быть на связи там, где связь плохо ловит или не ловит вообще, но есть Wi-Fi. Не могу сказать, что для меня наличие Full Wi-Fi критично, но знаю сразу несколько человек, кому из-за этого от iPhone пришлось отказаться. Все они живут за городом и имеют некоторые проблемы с мобильной связью на своих участках. Еще одним существенным минусом, по которым стоит посмотреть в сторону Android, является тот факт, что нельзя что-то скачивать или выгружать в фоне. Работа со сторонними облачными хранилищами или загрузка контента из стриминговых сервисов – это боль. Хочешь скачать свой любимый плейлист целиком в Spotify перед междугородней поездкой на авто или десяток видосов на YouTube перед полетом, или нужно выгрузить пару гигабайт фотографий на Яндекс.Диск, будь добр, не выходи из приложения и следи, чтобы экран не выключался, иначе ничего не выйдет. При этом с iCloud или Apple Music все замечательно работает в фоне. Вот такая вот дискриминация, которой купертиновцы любят заниматься. Раздражает неимоверно. Что еще не радует в смартфонах от Apple, так это буфер обмена из прошлого века. Когда часто работаешь с текстами, начинаешь ценить функциональный буфер обмена Gboard на Android, которого нет ни в нативной, ни в одной из сторонних клавиатур для iOS. Даже в том же Gboard, вероятно, это ограничение со стороны Apple. Во-первых, на Android есть быстрая ставка только что скопированного текста в один таб. Нужный кусочек текста и даже изображение или скриншот появляется над клавиатурой. Это безумно удобно. Во-вторых, Gboard на Android сама может предложить, что вам нужен не весь скопированный текст целиком, а только какая-то конкретная информация. Например, номер телефона или адрес. И предложит вставить также только их. В-третьих, Gboard на Android запоминает сразу несколько последних копирований, которые можно открыть списком. А если конкретный кусочек текста нужен особенно, то его в этом списке можно закрепить. При этом в угоду конфиденциальности буфер обмена автоматически очищается раз в сутки. Скудные возможности по выводу звука без проводов. Отстают от Android устройств яблочные смартфоны на годы еще и в плане беспроводного аудио. Причина в отсутствии поддержки Hi-Res кодеков, таких как LDCA или aptX HD. В iPhone только AAC или же провод через переходник, если хочешь чего-то большего. Понимаю, что большинству пользователей хватает и AAC, особенно в паре с AirPods. Но когда речь заходит о прослушивании музыки для удовольствия, лучше подключить их к Android смартфону с поддержкой кодека LDAC. Те же наушники в паре с iPhone звучат хуже, и это слышно, даже со стримингом Spotify. А еще iPhone хоть и позволяет подключить к себе беспроводным способом две пары наушников, но работает это только с AirPods или Beats. К Samsung Galaxy S24 Ultra можно подключить две пары любых Bluetooth наушников.
Очень спасает, когда хочешь посмотреть кино в полете вместе со спутником. Нет бесконтактной оплаты, только колхоз. Единственный доступный на iOS способ бесконтактной оплаты, Apple Pay, в наших странах с 2022 года не работает. На Android сторонние платежные системы не запрещены, поэтому есть огромное число заменителей: Мир Pay, Сберпэй, Тинькофф Pay, Альфа Pay, Яндекс Pay и так далее. И даже Samsung Pay худо-бедно все еще функционирует. С iPhone же начинается колхоз со всеми этими платежными стикерами и MagSafe кошельками для карт. Поначалу нормально, потом надоедает. То кошелек с картами дома забудешь, а пользоваться смартфоном с кошельком на постоянной основе никак неудобно. То стикер отклеится или сменишь чехол, и приходится стикер приклеивать. В общем, сплошные компромиссы. Изменения политики Apple в угоду властям ЕС оптимизма немного прибавляют. Но даже в Европе банк не сможет взять и внедрить в свое приложение бесконтактную оплату без согласования с Купертино. А еще нельзя просто так взять и установить многие приложения. Ни для кого не секрет, что в Apple Store теперь нет многих популярных и нужных в наших странах приложений, и брать их официальным для iOS способом больше неоткуда. Да, если вы успели скачать приложение до удаления из App Store, оно продолжит работать. Да, его можно перенести со старого iPhone на новый, через, например, Amazing. И да, есть способы устанавливать приложение в формате IPA, аналог APK на Android, зная пароль от Apple ID того, кто его скачал из Apple Store, или же подписав приложение собственным сертификатом разработчика. Но есть много но. Во-первых, все эти манипуляции — это лишняя трата времени и сил. В то время как на Android многим будет достаточно установить один лишь RuStore, в котором есть все отечественное запрещенное ПО. А чего нет, всегда можно установить откуда-то еще. Во-вторых, приложения, которых нет в App Store, не будут присылать уведомления вообще. В-третьих, обновляться эти приложения тоже не будут, что, к примеру, для банковских и финансовых критично. А теперь делаем выводы. В этом списке мог бы оказаться порт USB-C, но в текущем поколении iPhone его добавили, что сильно упростило жизнь как с точки зрения зарядки, так и со стороны подключения периферии. При всем этом и Android флагманы тоже нельзя назвать идеальными. На том же Samsung Galaxy S24 Ultra мне сильно не хватает Face ID с его максимальным удобством и скоростью работы. Нет такого же уровня плавности и визуальной вылизанности iOS и софта. Отсутствуют различные экосистемные связки с другими устройствами, да и интерфейс Android Auto в целом мне нравится гораздо меньше, чем CarPlay. Если вы надумали менять Android на iOS, крайне не советую. В таком случае вы мало того, что попадете в непривычно другой мир, так еще и столкнетесь с кучей ограничений системы, усугубляемых санкциями. Если вы решили обновить iPhone, подумайте дважды. Может быть, уже пора сменить платформу и попросту получить больше возможностей. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. А это видео поможет тебе выбрать лучший камерафон по соотношению цены и качества.